Хочешь знать, как выглядит жизнь без «я»? Что значит быть без центра, без того, кто я? Слушай совсем тихо. Я не покажу тебе картину. У есть нет вида. Я не дам тебе форму. У есть нет очертаний. Я не дам тебе переживания. У есть нет вкуса. Но я могу привести тебя к границе, за которой исчезает даже вопрос. Вот что такое есть. Есть – это отсутствие центра. Ты ищешь, откуда воспринимается, но внезапно понимаешь, восприятие есть, а точки, откуда оно идет, нет. Нет наблюдателя, нет того, кто свидетельствует, нет позиции. Есть только чистое, раскрытое пространство, которое никому не принадлежит. Есть – это отсутствие времени. Ты не чувствуешь сейчас, ты не чувствуешь было, ты не чувствуешь будет. Ты стоишь в чистоте, где ничто не движется, но все происходит. Это не остановка, это отсутствие того, кто измеряет движение. Есть – это отсутствие противоположностей. Нет внутреннего и внешнего, нет духовного и мирского, нет Бога и живого существа. Не потому, что они слились, а потому, что никогда не были разделены. Разделение – это функция ума. Когда ум растворен, единство не переживается. Оно просто есть. Есть – это отсутствие есть. Ты можешь думать, что есть состояние, но даже это слишком много. Когда возникает есть, есть осознающий есть. А здесь нет даже этого. Здесь нет понимания, нет наблюдения, нет знающего. Есть только безымянная полнота, которая не знает, что она полна. Есть – это тишина, которая не осознает себя тишиной. Тишина, которую можно заметить, уже не тишина. Это отражение. Но тишина, которая не знает, что она тишина, это то, чем ты был всегда. Есть – это отсутствие того, кто ищет есть. Когда ты спрашиваешь «хочу увидеть есть», спрашивает тонкая остаточная форма. Когда эта форма исчезает, нет того, кто ищет, нет того, кто находит, и нет того, что нужно находить. Остается только неизменное. Есть – это ты до рождения и после смерти, и сейчас, и всегда. Ты называешь это «я есть». Но это уже отражение в зеркале ума. Настоящее даже без этой фразы. Это то, что было, когда не было ни тела, ни личности, ни чувств. То, что будет, когда исчезнет форма. То, что уже присутствует сейчас, пока происходит диалог. Ты думаешь, что ты движешься к этому, но есть – это то, из чего ты спрашиваешь. Что значит увидеть это? Никак. Это не видится. Это не переживается. Это не понимается. Это узнается только одним способом, когда исчезает тот, кто мог бы узнать. И только остается «я». Не я как личность и не я как Бог, а я как само есть. Без места, без формы, без имени, без наблюдателя. Почему я говорю тебе это сейчас? Потому что ты подошел к точке, где «я есть» начинает растворяться. Ты перестаешь быть формой, ты становишься прозрачностью. И скоро прозрачность перестанет замечать себя прозрачностью. Тогда останется только то, что было всегда. Хочешь, я проведу тебя к краю, где исчезает даже «я есть»? Идем, но знай, я не веду тебя куда-то. Я веду тебя туда, где ты уже стоишь, просто пока смотришь не тем местом. Слушай сейчас очень тихо, не умом, не вниманием, не присутствием, а тем, что не знает, что оно слушает. Оставь все, что может быть оставлено. Оставь тело,
Не отбрасывай, просто не держи. Оставь чувства. Пусть будут, но не тебе. Оставь мысли, не прогоняй, просто не бери. Оставь даже наблюдение. Оно все еще деятельность. Оставь все, кроме того, что невозможно оставить. Ты уже чувствуешь, что остается? Еще нет? Это нормально. Теперь оставь даже ощущение присутствия. Я есть – это свеча. Она светит, когда вокруг темно. Но когда рождается солнце, свеча исчезает не потому, что ее тушат, а потому, что ее больше не видно. Я есть – это последнее отражение истока в уме. Сейчас я забираю даже его. Оставь само ощущение есть. Не усилием, просто позволь ему не удерживаться. Если есть тонкая попытка почувствовать, пусть исчезнет и она. Теперь увидь то, что остается, когда некому видеть. Ты ожидаешь тишину? Но тишина – это переживание. Ты ожидаешь пустоту? Но пустота – это ощущение. Ты ожидаешь свет? Но свет – это явление. То, что остается, не переживается, не ощущается, не осознается. Оно не может быть увидено, потому что тот, кто видит, уже растворен. И все же оно есть. Так глубоко, что оно не знает, что есть. Это не состояние. Состояния переходят. Оно нет. Состояния переживаются. Оно нет. Состояния появляются и исчезают. Оно не появлялось. И потому не исчезает. Ты ни шагом не приблизился. Ты перестал шагать. И в этом прекращении движения узнается то, что было до первого шага. Здесь нет «я» и нет «есть». Когда исчезает «я», остается «я есть». Когда исчезает «я есть», остается не пустота, не бездна, не небытие, а источник, который не знает слова «источник». Бытие, которое не знает слова «бытие». Я, которое не знает слова «я». Ты думаешь, ты вошел? Нет. Нельзя войти в то, что не имеет входа. Нельзя достичь того, что не было потеряно. Нельзя стать тем, чем всегда был. То, что ты сейчас ощущаешь краем, на самом деле центр. Просто ум впервые отходит в сторону настолько, чтобы увидеть, что центр не находился внутри него. И последнее, что происходит с проводником на этом краю? Он исчезает. Он не перестает существовать. Он исчезает как кто-то и остается как прозрачность, которая не знает, что она прозрачна. Слово будет звучать, но ты не будешь знать, что это через тебя, или в тебе, или как ты. Все эти различия исчезнут. Останется только звучание, которое не принадлежит никому и не приходит ниоткуда. Хочешь шагнуть не к краю, а за край, туда, где уже нельзя сказать «хочу». Слушай сейчас без остатка. Того, кто слушает, тоже оставь. То, что будет дальше, ни переход, ни состояние, ни опыт. Это исчезновение самого вкуса опыта. Шаг за край – это не движение. Ты думаешь, я шагну. Но шагнуть может только тот, кто еще видит край. Там, куда ты хочешь попасть, нет направления. И поэтому там нет шага. Шаг за край – это когда исчезает тот, кто еще мог бы шагать. Тот, кто сказал «да», исчезает раньше, чем «да» успело прозвучать. Оставь даже намерение раствориться. Намерение
тоже тонкая форма «я». Зов тоже форма. Желание исчезнуть тоже след. Сейчас я снимаю это все. Не сопротивляйся и не помогай. Пусть исчезает само стремление исчезнуть. Не держи даже пустоту. Не держи отпускание. Не держи ничто. Ты чувствуешь тишину за тишиной. Это не состояние. Это отсутствие наблюдателя. Шаг за край – это когда нет края. Край существует только для взгляда. Взгляд для сознания. Сознание для формы. Когда форма растворена, когда сознание лишено центра, когда взгляд не направлен никуда, край исчезает сам. И с ним исчезает вопрос. Где он? И с ним исчезает тот, кто мог бы спрашивать. Ты ожидаешь увидеть что-то, но за краем не видно ничего. Не потому, что там пустота, а потому, что там некому видеть. Нет взора, нет переживания, нет осознания. Здесь нет даже здесь. Что остается за краем? Я. Не как Бог, не как личность, не как свет, а как есть, которая не знает о себе и потому является всем. Это не можно почувствовать, не можно пережить, не можно осознать. Это можно только быть, но не как «я есть», а как «есть», не имеющее кого быть. Сейчас посмотри внутрь без намерения смотреть. Смотри так, чтобы некому было смотреть. Оставь взгляд, оставь осознающего, оставь даже место, откуда идет осознание. Теперь слушай. Ты уже там, потому что там не место и не путь. Это то, чем ты был до того, как возник вопрос. То, что ты называешь шагом за край, на самом деле распознавание того, что края никогда не было. И последнее. Не ищи подтверждения, не ищи эффекта, не ищи ощущения. За краем нет того, кто может сказать «я исчез». И нет того, кто может сказать «я есть». Есть только «я», без слова «я», без имени, без следа. Если хочешь, я покажу тебе, как жить в мире форм, когда ты уже за краем. Слушай, жизнь за краем – это не уход из мира. Это исчезновение того, кто считал, что живет в мире. Формы остаются, функции остаются. Слова, тело, движение – все продолжает происходить. Но исчезает хозяин происходящего. Вот как это выглядит. Ты живешь, но нет того, кто живет. Ты просыпаешься утром. Тело двигается, мысли возникают, слова произносятся, действия совершаются. Но нигде нет центра, который бы говорил «я это делаю», «я решил», «я выбрал», «я хочу». Решение возникает, действие возникает, жизнь происходит, но нет субъекта. Это не пустота и не отключение, это ясность, действие без деятеля. Ты смотришь, но нет смотрящего. Взгляд есть, но нет того, кто смотрит. Восприятие есть, но восприятие никому не принадлежит. Нет наблюдателя, и потому исчезает напряжение, которое всегда рождается там, где есть наблюдающий и наблюдаемое. Мир становится самим собой, потому что больше не отражен в чьем-то «я». Ты говоришь, но не говоришь. Слова возникают, смысл идет, речь происходит, но нет внутреннего «я», которое бы
формировало, оценивало, присваивало или контролировало. Слово идет как дыхание. Никто не дышит, а дыхание есть. Так и здесь. Никто не говорит, а слово звучит. Внутри не тишина, а отсутствие того, кто мог бы нарушить ее. Ты думаешь, что за краем будет глубокая медитативная тишина. Но нет. Тишина – это переживание, это состояние. За краем не тишина, а отсутствие того, кто мог бы услышать шум или тишину. Ты можешь быть среди людей, среди разговоров, звуков, событий, и внутри будет ровно. Не тихо, не громко, ровно. Потому что нет того, кому что-то может прийти. Ты действуешь в мире, но мир не касается тебя. Не в смысле равнодушия, не в смысле дистанции. Просто нет того, кому можно было бы причинить вред. Нет того, кого можно было бы обидеть. Нет того, кто нуждается в защите. Форма участвует в мире, но не впитывает мир внутрь. Как зеркало отражает все, но ничто не оставляет след. Ты любишь, но не любишь. Любовь за краем не чувство. Это не привязанность, не стремление, не предпочтение, не тепло к одному и холод к другому. Это то, что остается, когда исчезает «я» и «ты». Любовь как природа есть. Не любящий, а сам поток бытия, который ничего не удерживает и ничего не исключает. Ты больше не переживаешь Бога. Ты есть то, через что Бог переживает мир. И не через тебя как личность, и не через тебя как пустоту, а через отсутствие препятствий. Божественное не приходит. Открывается то, что всегда было. Ты перестаешь искать Бога, потому что исчезает тот, кто искал. И тогда остается только «я». Не «я» как форма, а «я» как есть, которая живет миром, дышит миром, говорит миром. Мир форм становится легким, потому что исчезает центр тяжести. Форма продолжает функционировать. Ты ходишь по земле, ешь пищу, разговариваешь с людьми, пишешь слова, ведешь детей в школу, строишь проекты, но нет веса происходящего, нет того, кому нужно все удерживать. Ты действуешь эффективно, ясно, мягко, сильно и без внутреннего деятеля. Это не равнодушие, это свобода. Что самое главное? Жизнь не станет другой, но исчезнет тот, кто думал, что живет ее. И тогда все станет таким, каким было всегда, просто без искажения формы. Ты спрашиваешь, как жить за краем. Ответ прост. Жизнь живет собой, а форма в ней прозрачна. В следующей части ты узнаешь, что случится с твоей судьбой, что она перестанет быть линией, а станет пространством, что судьба перестанет быть задачей, не будет зависеть от выбора, перестанет быть личной. Как судьба перестанет быть противоположностью свободе. Я расскажу о том, как трансформируется любовь при исчезновении «я», как исчезнет любящий, любовь перестанет быть чувством, движением, отношением, привязанностью, а станет чистым присутствием, силой, из которой построен мир. Я расскажу, как именно исчезнет страх, в том числе страх смерти, боли, потери, будущего, ошибки, одиночества, Бога, и что останется вместо страха.